Всем привет! Добро пожаловать на канал! В этом видео я хочу поговорить об онлайн-образовании и о том, как его правильно организовать для того, чтобы вы смогли получить максимум пользы, соответственно, 10 советов относительно онлайн-образования. И первый совет, он больше будет звучать как предостережение, потому что есть такой миф, что онлайн-образование это что-то более простое, более доступное, потому что вы можете заниматься в собственном темпе, вы можете заниматься так, как вы хотите, вы ни к чему не привязаны, вам не нужно никуда дополнительно ходить. Все классно и замечательно, вы сам себе хозяин, сами себе учитесь. Но на самом деле исследования доказали, что как только у нас убирают атмосферу, у нас убирают преподавателей, здания, однокурсников и так далее, это все очень пагубно влияет на нашу способность учиться, самоорганизовываться и так далее. Соответственно, все онлайн-образование, официальные, неофициальные курсы, университеты и так далее, все это является более сложным процессом обучения. То есть вам нужно не только учиться, но и самоорганизовываться. И как раз-таки следующий совет, который я вам могу дать, это то, что обязательно ставьте свои собственные дедлайны, ставьте свои собственные цели, составляйте расписание, составляйте график. То есть вам нужно очень четкие рамки себе все время очерчивать, так как при онлайн-образовании, скорее всего, за вами какое-то наблюдение будет самое минимальное. То есть, скорее всего, у вас есть какие-то задания, которые вам нужно сделать, прослушать какое-то определенное количество лекций или что-то почитать и так далее, но это все так достаточно размыто и где-то там далеко. Но для того, чтобы лучше себя организовать, чтобы прокачать свои навыки как раз-таки по самоорганизации, идеальным будет расстановка своих собственных целей, то есть какие-то небольшие, какие-то промежуточные цели каждый день вам нужно обязательно ставить для каждого там предмета, для каждого направления. Лучше всего подходит, когда вы составляете свой график или оно же расписание, когда вы учитесь в одни и те же дни. Следующий совет относительно вашего места, где вы учитесь, так как очень часто те, кто только начинает этим всем заниматься, они не уделяют достаточного времени для того, чтобы организовать комфортное учебное пространство, которое бы вам помогало. Когда вы учитесь, у вас и так большая нагрузка, и вам не нужно каждый раз решать, а где я буду заниматься, что я буду делать, а почему мне здесь неудобно, почему здесь темно и так далее. То есть вам нужно заранее решить все эти вопросы, чтобы все ваши учебные материалы лежали в одном месте, чтобы вы не тратили свое время каждый день для того, чтобы организовать весь этот процесс. И ни в коем случае не учитесь в кровати, потому что если вы занимаетесь онлайн, а если у вас еще удаленная работа, то грань между работой и отдыхом и так очень сильно стирается. Если вы будете еще учиться в кровати, то вы совершенно сотрете себе эту грань, и ничего хорошего от этого не будет. Следующий совет звучит как: распределяйте свое время равномерно. То есть вы должны равномерно распределить всю вашу учебную нагрузку по неделе, то есть не перегружать какие-то дни, а все-таки распределить часы, которые вы будете заниматься. Следующий момент по поводу равномерного распределения — это то, что в один день у вас должно быть несколько предметов. Лучше не делать монодни, потому что это плохая идея. Вашему мозгу нужно переключение, ему нужна другая информация, иначе вся информация будет как бы слепляться в один непонятный комок, и в итоге у вас будут большие проблемы с запоминанием информации. Еще один совет относительно отвлечений. Все дело в том, что когда мы учимся онлайн, скорее всего, у нас это происходит через наш ноутбук, через наш компьютер, и очень часто в этот момент, конечно же, включен интернет, приходят какие-то сообщения, вы легко можете залезть куда-нибудь в социальную сеть, еще что-то. В этом случае очень сильно советуют ученые блокировать сайты, закрывать вкладки. Так, когда вы учитесь, вы должны учиться. Если вы отдыхаете, вы приходите в другое измерение и отдыхаете. И относительно отвлечений полноценных. Я очень сильно советую, и в принципе ученые тоже советуют, обязательно, когда вы интенсивно и много учитесь, особенно когда вы самостоятельно это делаете в отрыве от какого-то социума, то обязательно вам нужна какая-то другая, во-первых, деятельность и социализация. Потому что мы люди социальные, нам нужно общение. Это наша физиологическая, очень древняя потребность. Мы принадлежим к социуму, и поэтому, когда мы себя надолго лишаем какого-либо общения, мы чувствуем дискомфорт, у нас появляется стресс, нам кажется, что наше племя нас отвергло, мы вот такие сидим в одиночестве. Ну, то есть как бы наш мозг так думает, потому что раньше было именно так. Соответственно, если вы очень много проводите
проводите времени наедине, когда учитесь онлайн, то обязательно найдите возможность для того, чтобы все-таки с другими людьми общаться, как-то социализироваться, проводить какую-то совместную деятельность и относительно вот как раз-таки дополнительной деятельности. Если вы особенно много учитесь, то вам нужно какое-то занятие, которое бы не было сопряжено с вашим обучением, но которое бы помогало вам расслабляться. То есть переключение деятельности в этом случае очень важно. Соответственно, вам нужно что-то найти. Следующий совет относительно заметок. Все дело в том, что когда мы переходим в онлайн-обучение, очень большой соблазн того, чтобы вести все заметки, все пометки, все, что мы пишем, как бы на компьютер. Потому что, ну зачем? У нас все там есть, зачем что-то выносить вовне? Дело в том, что нашему мозгу лучше думается, когда мы что-то пишем от руки. В этот момент запускаются определенные процессы в нашем мозге, который там импульс от руки, который там пишет и размышляет, когда вы в этот момент вот что-то продумываете, что вы пишете и так далее. В общем, это такой сложный процесс, который никак не повторим. Ничего похожего, никакой другой деятельности воспроизвести невозможно. Соответственно, лучше все-таки комбинировать ваши записи, то есть все-таки что-то вести на бумаге, создавать и карты, карточки, какие-то записи, какие-то размышления. Это важный процесс получения знаний. Следующий совет как раз-таки следует из того, что когда вы учитесь оффлайн, в обычном ритме, когда у вас возникают вопросы, вы так или иначе их проясняете практически на месте, потому что есть возможность подойти к преподавателю, есть возможность там с однокурсниками как-то скоммуницироваться, в общем, как-то найти быстро ответ на свой вопрос. Но когда вы учитесь самостоятельно, когда у вас есть только там записанные лекции или какой-то материал для чтения и так далее, то вопросы, которые возникают, они в любом случае, во-первых, возникают, то их нужно сразу записывать, потому что вы не всегда можете мгновенно получить обратную связь. Здесь, скорее всего, обратная связь в онлайн-образовании, она такая немножечко отдаленная, то есть вы только через время сможете это все сделать. И чтобы не забыть то, что вы не поняли, то, что у вас возникла какая-то затык какой-то возник, вопрос, все это нужно обязательно выписывать, попробовать самостоятельно найти вопросы, но при любой возможности узнать это у преподавателя, опять-таки у одноклассников, однокурсников и так далее. Но если вы это все не запишете, вы это забудете, вы это пропустите. Следующий совет звучит как: вносите разнообразие относительно вашего учебного процесса, потому что, опять-таки, когда мы учимся оффлайн, у нас есть лекции, у нас есть какие-то семинары, что-то происходит, какая-то смена декораций постоянно происходит, хотя бы вы ходите из аудитории в аудиторию. Когда же вы учитесь онлайн, у вас есть только ноутбук, ваш стол и вы. Собственно говоря, больше нет ничего. То есть, скорее всего, информация поступает по очень классическим источникам, и как бы на этом все ограничивается. Но наш мозг не любит так. То есть, если вы долго только там смотрите лекции, больше ничего не делаете, то вы очень быстро как бы устаете, вы перестаете полноценно получать информацию, перерабатывать ее. Соответственно, вы проводите время зря. То есть, вам нужно намеренно стараться разнообразить весь учебный процесс. И последний совет, который я вам дам в этом видео, это такой более дружеский совет. Он заключается в том, что каждый вечер лучше садиться и подводить итоги, как у вас прошел день. Во-первых, хорошо было бы подвести итоги тем знаниям, которые вы получили. Вам нужно подумать, что вы выучили, что вы прошли, какие термины вы прошли, узнали что-то новое, сколько вы прошли, сколько вам еще нужно пройти и так далее. То есть относительно знаний тоже хорошо бы подбить какой-то итог для того, чтобы понять, что вы запомнили, что не запомнили. И в целом для запоминания это хорошо. С другой стороны, вы должны еще проанализировать в целом, какова была ваша эффективность и продуктивность дня, то есть как вы организовали день, удачно ли все сложилось, что вы успели, что не успели, почему вы не успели, почему были проблемы, почему были затыки и так далее. Для того, чтобы следующий день организовать иначе. Потому что, повторюсь, вся ответственность за организацию лежит только на вас, на вашей личной самоорганизации. Если не проводить вот эти все анализы, то есть не продумывать, почему получилось, почему не получилось, что можно изменить и так далее, то вы будете действовать изо дня в день абсолютно непродуктивно, повторяя одни и те же ошибки. Все, мои хорошие, надеюсь, у вас все получится, вы будете успешным, у вас все будет хорошо. Подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.